Путин может убрать Лукашенко, Зеленский ждет РФ на втором саммите мира, а главу украинской разведки неправильно поняли. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. В Украине готовятся к возможному удару по Киевской гидроэлектростанции. Прорыв дамбы может иметь катастрофические последствия. Эти угрозы воспринимаются серьезно и принимаются меры предосторожности. Тайна путинской охраны. Кто бережет российского диктатора и кто находится с ним постоянно? Детали от экс-сотрудника службы безопасности Украины. Вот он слышит опасность или там замечает глазом, все, он должен своим телом закрыть Путина, умереть. В телемарафоне Татарстана признали, что убитых военных не забирают с поля боя, а там их поедают коты. После этого присоединиться к армии РФ призвали даже женщин. Во-первых, она успокаивает солдат нервную систему. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. В Украине готовятся к возможному российскому удару по Киевской гидроэлектростанции. В Киеве заявили, что так приходится реагировать на заявление, которое на днях сделала Мария Захарова. Напомню, что в российском МИДе решили обвинить Украину якобы в подготовке уничтожения собственной гидроэлектростанции в Киевской области. Точно так же россияне действовали и перед тем, как подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Центр стратегических коммуникаций Украины выпустил официальное обращение. Обвинение Москвы абсурдно по своей сути. Не может быть никакой реалистичной цели или мотива для Украины, чтобы разрушать собственную инфраструктуру или создавать угрозы для украинцев. Российские обвинения – не что иное, как завуалированная угроза совершения новых террористических актов в отношении объектов критической инфраструктуры Украины. Эти угрозы воспринимаются серьезно и принимаются меры предосторожности. Буквально месяц назад пропагандист Соловьев открыто призывал российские войска ударить по Киевской ГЭС. Там, напомню, находится одно из самых больших водохранилищ Украины – Киевское. Его протяженность практически 110 километров, а ширина 12. Водохранилище доходит практически до границы с Белоруссией, и прорыв Киевской дамбы привел бы к катастрофическим последствиям. За время полномасштабной войны Россия уже наносила удары по украинским ГЭС, в частности уничтожила Каховскую, а еще целенаправленно била по Каневской, Днестровской, Кременчугской и Днепрогэс. Путина охраняют как иглу Кощея. О невероятных мерах безопасности российского диктатора решил рассказать Песков. Мол, ситуация в мире напряженная, а здесь еще и покушение на Трампа, поэтому Путина берегут как могут, уверяют в Кремле. Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам так усилена, вне зависимости от упомянутых происшествий. Мы можем лишь повторить, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне, делается все, что необходимо делать, с учетом, конечно же, такой международной эскалации напряженности в целом. В украинской разведке недавно говорили о том, что попытки покушения на Путина были, однако пока неудачные. В то же время убить пытались и Зеленского. Об этом также ранее заявляли в Киеве. О том, какое внимание уделяют охране и Зеленского, и Путина, обо всем этом мы поговорили с экс-сотрудником службы безопасности Украины, военным аналитиком Иваном Ступаком. Но есть ближний круг, есть ФСО, это большой круг, а маленький круг, представьте себе такой центр, это служба безопасности президента. Это телохранители, это те люди, которые 24/7 находятся с Путиным. Это люди вот с пружинкой в ухе, у которых планка вообще раздумий отсутствует. Вот он слышит опасность или там замечает глазом, все, он должен своим телом закрыть Путина, умереть, вообще даже не раздумывая, просто умереть за Путина. Все, вот его простая задача. Этих людей регулярно проверяют, за ними следят за их образом жизни, за тем, как они меняются их взгляды, проверяют на полиграфе. Внутренняя безопасность тоже следит, чтобы у них случайно не появились какие-то долги большие в, например, онлайн-казино, или, например, не появилось какое-то недвижимое имущество или движимое имущество, что он начал тратить больше, чем он зарабатывает. Это все сигнал о том, что кто-то дает ему деньги, он где-то зарабатывает, и, скорее всего, в ответ на услугу будет что-то рассказать о Путине, о охраняемом лице. То есть, возможно, предательство здесь будет. Кроме того, есть
Бронированные поезда, бронированный поезд есть самолет, есть эти аурусы, которые меняют местами. В украинских спецслужбах считается провалом, если во время проведения массового мероприятия президенту какой-то из, не знаю, там, из не зевак, а людей, населения, кто в толпе стоит, протянет ему лист бумаги, конверт, письмо, и президент это возьмет или охраняемое лицо, то это считается провал. Все. Теоретически охраняемое лицо убито. Там может быть яд в этом конверте, он отравился. Он взял конверт, зафиксировался на месте, а в это время снайпер уловил там свободную секунду и произвел свой выстрел. В Венгрии уверяют, что разработали свой мирный план для завершения войны в Украине. Орбан, который совсем недавно побывал в Киеве, Москве, Пекине и Вашингтоне, теперь уверяет, что знает настроение воюющих сторон лучше, чем кто-либо в мире. И что Будапешт готов дальше быть миротворцем и посредником в возможных переговорах между Зеленским и Путиным. У Орбана также уверяют, что направили специальный план лидерам ЕС на рассмотрение. Об этом рассказал политический директор премьер-министра Венгрии Балаш Орбан. Премьер-министр написал лидерам ЕС о переговорах, результате первой фазы миротворческой миссии и венгерских предложениях. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании войны и прекращении кровопролития, она должна сейчас работать и осуществить изменение направления. В то же время Зеленский заявил, что уже на второй саммит мира Россия будет приглашена. Состояться эта встреча должна не ранее ноября этого года. Ведь в течение ближайших месяцев Украина планирует провести ряд встреч. В Турции для разговора о свободе мореплавания, в Канаде по вопросу освобождения пленных и в Катаре по вопросам енергетичної безпеки. Вважаю, що для цього ми будемо готові наблизити максимально другий саміт і вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті. Российская армия не концентрирует свои войска у границ Украины, в частности возле Черниговской и Сумской областей. ВСУ заявляют, что сейчас не видят особых изменений у северных границ страны. Оккупанты лишь, как и прежде, продолжают бить по приграничным населенным пунктам Украины с территории России. Сохраняется активность применения врагом диверсионно-разведывательных групп на Сумщине и Черниговщине, однако силы обороны обнаруживают и уничтожают их на подходе. Также контролируют движение техники вблизи границы. В Украине также заявили, что заявления Буданова о возможном наступлении с севера были не так поняты, однако не исключили любого наступления с любого направления, так как война с РФ продолжается. Однако на востоке Украины сейчас идут самые ожесточенные бои. Самое трудное, Торецкое, Покровское, вот это все продвижение, вялое наступление есть, продавливают наши обороны по 100, по 200, 300 метров, как я говорю, сантиметр за сантиметром, дюйм за дюймом продавливается наша оборона. Урожайное потеряно, которое было освобождено в прошлом году, к сожалению, опять же, с потерями российская армия продвигается. И юг, если мы идем в самый низ, уже Херсонская область, Украине пришлось оставить Крымки, потому что там уже банально не было за что держаться. Сейчас идет больше вот такая толкучка за острова, которые находятся в реке Днепр между Херсоном, который на правом берегу, и левобережной частью Херсонской области. Путинский режим оккупировал Беларусь, а Лукашенко – крепостной Кремля, которого могут убрать в любой момент. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил исполняющий обязанности командира белорусского полка имени Костуся Калиновского, который воюет на стороне ВСУ, Павел Шурмей. Он уверен, что Украина не будет в безопасности, пока Лукашенко сидит в Минске. Кроме того, Шурмей ответил тем, кто считает, что белорусы, воюющие на стороне Украины, хотят принести войну в родную республику. По словам военного, принести войну на белорусскую землю может исключительно Лукашенко и его генералы, которые не знают, что такое настоящие боевые действия. Лукашенко с самого начала кричал о Киеве за 3 дня. Мне кажется, если бы у Путина сразу что-то получилось, он бы вступил в войну. И на парад россиян в Киев приехал бы. Но когда он увидел, что у России ничего не получается, решил пока никуда не лезть. Посмотреть, чем все закончится. Он пытается усидеть на нескольких стульях, но это может измениться в любой момент. Более того, РФ может сменить его на более удобного для себя очередного крепостного. Лукашенко – монстр, который хочет оставить для себя возможности дольше удерживать власть.
Со вторника, 16 июля, в Латвию уже нельзя заехать на легковых автомобилях с белорусскими номерами. Этот запрет начинает действовать из-за недавно введенных санкций ЕС. В частности, с середины июля в ЕС из Беларуси нельзя завозить любые товары, продажа которых способствовала бы диверсификации доходов Минска, который поддерживает российскую агрессию. Об этом идет речь в официальном сообщении Латвийской службы государственных доходов. Стоит отметить, что запрет на въезд не распространяется на авто, которыми пользуются дипломатические или консульские представительства, в том числе делегации посольств и миссий. В Татарстане устроили 12-часовой телемарафон, чтобы набрать людей в российскую армию и отправить их на убой в зону так называемой СВО. Шоу назвали «Вступай в армию победы». В том числе призывали отправиться на фронт и женщин. Но и на этом не ограничились, заявив, что на войну поедут еще и коты Татарстана, которые по задумке должны успокаивать оккупантов, а также ловить мышей. Оказывается, луганские и донецкие коты не подходят. В сюжете дали понять, что они питаются мертвыми бойцами РФ. Во-первых, она успокаивает солдат нервной системы. Во-вторых, теплые, родной из Татарстана для своих ребят вот присылаешь. А донецкие коты, они тоже коты, но, к сожалению, они бегают по полям, а там, вы сами знаете, очень много погибших бойцов. Вот поэтому мы взяли нашу тему. Тайские и сиамские, они кусают, они должны привыкнуть к одному хозяину. Они ведь, когда солдатики уходят в наряд, то они должны остаться с другим товарищем. Вот и с другим товарищем он может просто покусать его, поцарапать его. Зачем это нужно-то? Нужно вот именно вот таких вот добродушных. Правда, Рыжик? Да. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.